В общем, давайте быстренько попробую про это рассказать. Быстренько не получится, но минуток в 5 должны вложиться. Смотрите, пришел я в Порто и решил почитать, что такое же путь Сантьяго. Я скоро приду уже в Сантьяго де Компостеллу, надо будет как-то что-то там уже делать, по этому пути идти и все такое. Я решил почитать, и оказалось, что... Во-первых, это не только путь там какой-то один, а таких путей на самом деле в Компостеллу существует уже около 12, я насчитал 13 вот на вот этой вот картинке. Вот. Есть португальский путь, есть французский, есть испанский, но вообще всего вот я насчитал 13, например, официальных только. Дальше есть такие штуки, альберги, это типа общежития, которые специально для паломников придуманы, в которых паломники могут отдыхать. Они есть муниципальные, эти подешевле, и есть как бы, ну, более-менее нормально. Сегодня видел даже цену, где все включено за 45 евро. В муниципальном в десятку спокойно можно вложиться. В начальном пути паломники, которые хотят ночевать вот в этих альберге муниципальных, должны купить такую книжечку пилигрима, не знаю, как она там на самом деле называется, 2 евро она стоит. Вот, потом, когда во всех альберге ставят отметки, в которых ты заходил, то есть как бы ты таким образом фиксируешь свой путь, вот, а потом по приходу в Сантьяго де Компостеллу тебе после того, как ты предъявишь эту книжечку, выдают уже свидетельство паломника, что ты совершил такое паломничество и, соответственно, как бы отмолил свои грехи, что ли, получил индульгенцию, если так можно сказать. Вот. Эти альберги обозначаются такой красивой картинкой, ракушкой такой цветной, желтенький. И весь путь, в принципе, обозначен тоже всякими стрелочками, желтенькими в одну сторону, синими, желтенькими к Сантьяго Компостела, синенькими от Сантьяго Компостела. Если ты идешь, например, какой-то длинный маршрут, то можешь до Сантьяго Компостела дойти одним маршрутом, а назад вернуться другим, или как тебе угодно. В общем, как-то так. Это очень легко, эти знаки очень легко видятся. Говорят, что в Португалии типа плохо обозначено этот путь Сантьяго. Ну, то, что увидел я, он очень хорошо обозначен, перепутать невозможно, свернуть практически невозможно тоже, если ты не хочешь свернуть сам. Вот. Альберги недорогие достаточно, как я говорил, в 10 евро можно вложиться. Вот, ну и я вчера попал в свой первый альберге, был впечатлен, немножко расстроен тем, что нету стиральной машины и нету сушильной машины. Здесь вот я сегодня пришел в свой второй альберге, мне подсоветовал один дядечка, который угостил меня в прошлом видео кофе и булкой, и посоветовал зайти сюда к Карлосу. Вот я зашел к Карлосу, и меня бесплатно здесь расположили. Так не бывает со всеми. Это мне очень крупно повезло, потому что я не обычный паломник, а тот, который как бы совершает нифига себе путешествие вокруг Европы, поэтому ко мне так благосклонно отнеслись. Еще раз спасибо. Ну, а путь паломника вот такой вот, от альберги к альберге, по 25 где-то километров в среднем, можно больше, можно меньше, где-то одно расстояние, где-то другое. Ну, в общем... Иди себе, вот, скажем так. Мне как бы сегодня я прошел 24, вчера 17, немножко смущает вот это вот, что свои я километры средние снизил в связи с этими заходами в альберги. Ну и, конечно, такой момент, я не привык к такому. Когда ты один, ты можешь спокойно ночью погромыхать, а когда в комнате много человек, то как бы, ну, даже пшика дать, и то проблема. Ну, это шутка.